Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Предлагаю сегодня вам связать вместе со мной вот такие босоножки. Просто идеальная обувь на лето. Давайте будем вязать. Друзья, я хочу вас предупредить, что все видеоматериалы и мастер-классы на моем канале для вас абсолютно бесплатные. Я делюсь с вами своим опытом. Хочу помочь вам научиться вязать крючком стильную эксклюзивную обувь. И если сейчас вы смотрите это видео без подписки, обязательно прямо сейчас подписывайтесь на канал. Просто нажмите на кнопочку подписаться, на колокольчик, и вы никогда ничего не пропустите. Всегда будете первыми получать уведомления о всех новых видео на моем канале. Но мы начинаем. Подошву вот такую модель использую, одна из моих самых любимых, потому что очень крепкая, она в районе пятки не прогибается, очень устойчивая, мне она очень нравится. Пряжа это Катя Кэтсби Non-Stop Creative, 77% вискозы, 15 полиамида и 8 полиэстера. Невообразимо красивый цвет, просто бирюза такая, вообще жалко, что камера не передает. 50 граммов, 118 метров, я думаю, хватит одного мотка на пару. Крючок 2,25 для подошвы обвязки и 2,5 для изделия. И вот такая нить белая у меня для обвязки подошвы. Всегда под рукой маркеры и стелька. Я вот выбираю между стельками, думаю, какую взять. Вообще очень много стелек хороших, качественных. И есть вот такие для босоножек хороши, для кроссовок. И кожаные стельки. То есть, абсолютно разные у меня. Выбор большой. И я, конечно, для вот таких летних босоножек остановлю свой выбор вот на такой белой стельке. Она гигроскопичная, очень хорошо носится, легко стирается. Поэтому я ее уже использовала, и в носке она себя очень хорошо показывает. Поэтому будет у меня вот такая Оливия. На подошве пробиваю отверстие на расстоянии полсантиметра друг от друга. Использую обычное шило. Шило должно быть широким, чтобы потом хорошо проходил крючок. И такие же отверстия пробиваю на стельке. Стельку обрезаю по размеру и отверстия пробиваю. Ну и теперь начинаю обвязывать подошву. Начинаю с пяточки. Беру белую нить и обвязываю вот в первое отверстие провязываю 1 столбик без накида, а во все последующие по 2 столбика без накида по всей окружности подошвы. Крючок для обвязки подошвы 2,25. Первый у нас 1 столбик без накида, во второе отверстие провязываем 2 столбика без накида. И потом в последующие все отверстия по 2 столбика без накида. Для этих босоножек можете использовать любую подошву, какая вам нравится, и без каблучка, и на каблучке. То есть такая универсальная модель. И, наверное, один из самых задаваемых вами вопросов: где взять подошву? Вот на канале есть видео, где я подробно рассказываю, где можно брать подошвы для вязаной обуви. И сейчас в правом верхнем углу появится подсказка, ссылка. Нажав на эту ссылочку, вы можете открыть это видео и получить ответ именно на этот вопрос. Ну а также на вопросы, часто задаваемые другие. Идем по кругу, довязываем до последнего отверстия, провязываем 2 столбика без накида, потом в первое отверстие еще 1 столбик без накида и соединительный столбик в первую петлю. Вот в конце ряда провязали 2 столбика без накида, теперь в первое отверстие еще 1 столбик без накида. И после этого в первую самую петелечку соединительный столбик. Нить обрезаем, а конец нити уже спрячем сейчас в вязание. Конец нити никогда не обрезайте, если вы не хотите, чтобы во время носки ваша
обувь начала распускаться. Все время нужно прятать этот конец между какими-то петлями. Вот подошва наша обвязана, все готово. Теперь нам нужно обвязать стельку. Стельку я буду обвязывать уже основной нитью в цвет изделия. Поэтому берем нить и начинаем уже обвязывать стелечку точно таким же образом. Стельку располагаем внешней стороной к себе. Это та сторона, на которую будет становиться ножка. И точно так же на расстоянии полсантиметра друг от друга наметочки сделали. Я вот там маленьким шилом наметила. И теперь там, где надо будет заходить к крючку, буду просто помогать пробивать более широким шилом и провязывать по 2 столбика без накида в каждое отверстие. Аналогично подошве. Вот когда мы стельку обвязали, теперь она готова уже, нам необходимо ее сейчас привязать к подошве. Завязываем узел, нить не обрезаем, оставляем. Этой нитью мы сейчас будем привязывать стельку к подошве. Затем крепим стельку к подошве маркерами. Можно один прикрепить, если опыта у вас еще недостаточно, несколько маркеров поставьте, чтобы она не двигалась. И начиная вот с пяточной части, начинаем в каждую петельку подошвы и в каждую петлю стельки, продеваем крючок и провязываем столбик без накида по всей окружности. Вот стелька у нас прикреплена сейчас к подошве. Нить мы эту обрезаем, конец нити прячем. И теперь уже приступим к вывязыванию переда босоножек. Дорогие друзья, обязательно напишите пару слов в комментариях. Я буду вам очень благодарна за отзывы. Ваше мнение всегда очень важно для меня. Я всегда рада вашим вопросам, я стараюсь максимально быстро на них отвечать. А ваши лайки и комментарии, они меня очень воодушевляют и помогают моему каналу в развитии. На моем канале вы найдете десятки бесплатных мастер-классов с моделями на любой вкус. Переходите в раздел «Плейлист», выбирайте все, что ваша душа пожелает, а я буду продолжать делиться с вами новинками и своими секретами.
На передней части желательно найти середину. Нам нужно сделать так, чтобы не косило у нас потом вот эта передняя часть. Поэтому от центральной петли я ее нахожу и вправо отсчитываю 10 петель и начну вязать вот здесь, через 10 петель от центральной петли. И в другую сторону тоже от центральной петли 10 петель должно быть, чтобы было параллельно. В общем, выравниваем и начинаем привязываться. Будем вязать цепочку из воздушных петель. Сколько получится воздушных петель у всех по-разному, потому что желательно было бы, конечно, смерить вам высоту на пальчиках здесь в начале и какой объем вам нужен. Вот такой длины нужно связать цепочку из воздушных петель. Вот проверяем. Тут у нас получилось по 10 петель от центральной петли в обе стороны. Все, и теперь привязываюсь вот сюда, в эту петлю. Вывязываю цепочку из воздушных петель. У меня получается тут где-то 18 воздушных петель в общей сложности. И присоединять ее буду к той стороне, вот от маркера до маркера. Убрали маркер и вместо него вот сюда присоединяем цепочку из воздушных петель. Провязываем еще один соединительный столбик и поворачиваем вязание. Вяжем в обратном порядке. В каждую петлю столбик без накида. Каждую петельку воздушной цепочки. Сначала может не совсем удобно, тоненькая, конечно, цепочка, но ничего, это только первый ряд. В каждую петелечку провязываем столбик без накида. Если сложно, можно провязать под эту цепочку столбики без накида равным количеством, столько, сколько у вас в цепочке было петель, столько и столбиков должно быть. Но я вот провязываю прямо в петельке. Вот провязали ряд, дошли до конца, теперь присоединяемся, вяжем столбик без накида, потом еще один столбик без накида, и затем уже разворачиваем вязание и будем вязать изнаночный ряд столбиками без накида от начала до конца ряда в каждую петлю.
В конце ряда привязываемся соединительным столбиком, затем провязываем еще один соединительный столбик, разворачиваемся на лицевую сторону, повторяем ряд. В каждую петельку провязываем столбик без накида. Заканчиваем ряд, соединительным столбиком привязываемся, затем провязываем еще 2 соединительных столбика, разворачиваемся на изнаночный ряд и теперь будем вязать уже столбики с одним накидом и воздушные петли. Передняя полоса у нас получилось 4 ряда, и теперь у нас уже идут рисунок, узор. Делаем воздушную петлю, затем одну петлю пропускаем и в следующую столбик с одним накидом. Воздушная петля, одну петлю пропускаем, столбик с одним накидом. Воздушная петля, одну петлю пропускаем, во вторую столбик с одним накидом, до конца ряда повторяем. Воздушная петля, через одну петлю столбик с одним накидом. Над той петлей, которую мы пропускаем, у нас воздушная петля, следующую столбик с одним накидом. Вяжем до конца ряда. Здесь очень простой узор, любой из вас с этим узором справится, потому что только чередуются воздушные петли и столбики с одним накидом. В конце делаем воздушную петлю, пропускаем одну петлю и привязываемся столбиком без накида к боковой части. Дальше провязываем 2 столбика без накида, разворачиваем вязание. Вот такие получаются у нас арочки. Теперь делаем воздушную петлю и столбик с одним накидом под первую арочку, самую первую арочку. Снова воздушная петля, столбик с одним накидом под вторую арочку. То же самое, такой же ряд, как был и первый. Теперь у нас все ряды будут повторяться, но они будут увеличиваться за счет крайних столбиков первых. И делаем воздушную петлю, столбик с одним накидом под арочку. Воздушную петлю, столбик с одним накидом под арочку.
Получаются те же самые арочки, только в шахматном порядке. Воздушная петля, столбик с одним накидом под арочку. Очень простой узор. Я уверена, что вы с ним справитесь. Эти ряды теперь у нас будут повторяться до конца. Но несмотря на то, что этот узор такой простецкий вроде бы, да, он смотрится очень красиво в изделии. Вот провязываем столбик с одним накидом под самую последнюю арочку. И дальше делаем воздушную петлю. На боковой части одну петлю пропускаем, во вторую вяжем столбик без накида. Затем провязываем еще 2 столбика без накида. Разворачиваемся и вяжем изнаночный ряд точно так же. Повторяем первые 2 ряда. Воздушная петля, столбик с одним накидом в арочку, воздушная петля, столбик с одним накидом в арочку. В конце ряда провязываем столбик с одним накидом под последнюю арку, делаем воздушную петлю, пропускаем одну петлю, затем привязываемся столбиком без накида, провязываем еще 2 столбика без накида и разворачиваем вязание на лицевую сторону. Вот так мы будем просто вязать от начала до конца. Вяжем сейчас на необходимую высоту подъема до верха. Вот все такие ряды повторяем. Всего я провязала 19 рядов и теперь делаю обвязку. Здесь вяжу просто столбиками без накида, так же как внизу у пальчиков провязывали. Сейчас будем здесь наверху делать то же самое. Под каждую арочку столбик без накида, над столбиком с одним накидом тоже столбик без накида. Вяжем столбики без накида весь ряд. Вот таким образом довязываем до конца ряда и потом провязываем еще 3 ряда. 4 ряда вот такие же, как у нас были внизу, вот здесь на передней части у пальчиков. Делаем обвязку. Вот переднюю часть мы закончили. И в принципе, смотрите, вы можете носить их уже так. Просто как шлепанцы. Это очень интересная модель. И если у вас такая небольшая платформочка, например, они будут шикарно просто смотреться. Но я буду вязать дальше, потому что я хочу сделать именно босоножки. Они такие нарядные будут. Поэтому я сейчас закончу вязание. Здесь провяжу 2 соединительных столбика, обрежу нить и спрячу конец нити здесь между вязанием.
Ну а теперь я буду вязать пяточку. На пяточке у меня будет просто ремешок застегивающийся, поэтому с одной стороны и с другой навстречу я буду привязывать два ремешка, один длинный, второй короткий. Отсчитываю снизу 7 петель, затем еще 6 петель здесь вот по этой части передней и начинаю вязать ремешок. 6 столбиков без накида, поворотными рядами на ту длину, которую мне надо, чтобы он оборачивался вокруг ноги. Сейчас я покажу вам пару-три ряда, чтобы было понятно, как их сделать ровненькими. Вот провязываем 6 столбиков без накида, не считаем ту петлю, которую мы привязались, затем разворачиваемся и начинаем следующий ряд прямо с первой петли. Делаем воздушную петлю подъема и в эту же петлю вяжем первый столбик без накида. Вяжем 6 столбиков без накида в обратную сторону. Пятый столбик и шестой столбик. Снова делаем воздушную петлю подъема, разворачиваемся и опять в эту же петлю, в самую первую, начинаем вязать ряд столбики без накида. Это очень важно, в первую петлю провязать столбик и в самую последнюю. Они должны быть всегда 6 столбиков без накида. Тогда вот этот ремешок, он будет очень ровненький. В конце каждого ряда воздушная петля подъема и продолжаем так вязать вокруг вот пяточки, чтобы этот ремешок огибался, и потом мы провяжем еще навстречу ему покороче ремешок, и тогда они будут на застежку застегиваться между собой. Продолжаем так вязать до необходимой длины ремешка. Вот ремешки провязали, теперь к длинному мы будем привязывать застежку. И я ее сразу вот нить не обрезаю, я сразу же сюда привязываю застежку. Сейчас вот так ее прикладываю и просто протягиваю. Забираю петлю сюда на лицевую сторону и затем столбиками без накида вот так вокруг центральной вот этой перекладины на застежке я ее просто обвязываю столбики без накида. Это самый надежный способ. Вот таким образом не распустится здесь нить, застежка не оторвется, она будет держаться, потому что нить мы сейчас привяжем, вот так обвяжем эту застежку, и нить обрезать не будем, будем дальше делать обвязку ремешка.
Теперь протягиваю петлю вот сюда, на лицевую сторону ремешка, и начинаю в каждую петельку, последнюю петельку каждого рядка провязываю соединительный столбик по всему вот этому периметру нашего ремешка. Я буду провязывать соединительные столбики. Сейчас я немного провяжу, и я вам покажу, зачем именно я это делаю, эту обвязку. Обвязывать буду вот сюда, вниз до этого угла, потом провяжу вдоль передней части, и с другой стороны этого ремешка точно так же я его обвяжу. Все столбиками соединительными. И вот смотрите, зачем я это делаю. Вот так тянется ремешок, если он не обвязан. И вот так, если он обвязан, он практически не тянется вообще. Он у нас будет вокруг ножки, и поэтому нам надо, чтобы он не растягивался. Точно так же я закреплю вот переднюю часть, вверху сделаю 2 строчки сверху и снизу, и внизу точно так же 2 строчки сделаю вот таких соединительных столбиков. Это укрепит босоножек, он будет очень хорошо сидеть на ножке, будет крепко держаться и не будет тянуться. Это очень такое будет, это не хлопчатобумажная нить, поэтому есть шанс, что она тянется, мы ее укрепляем. Ну вот, босоножки наши готовы. Очень красиво получилась. Моделька просто шикарная. Мне она очень нравится. Вот так шикарно она смотрится на ножке. Просто прелесть. Я думаю, вам тоже понравится. Обязательно напишите мне, как вам, понравилась ли эта моделька, будете ли вы ее себе вязать. И, друзья, если это видео вам понравилось, не забудьте подписаться, поставить лайк, поделиться этим видео в соцсетях со своими друзьями, в пабликах, в группах. И обязательно в комментариях напишите хотя бы одно слово. Я буду вам очень благодарна. Это поможет развитию моего канала. Ну, а я жду новых встреч с вами. Придумываем новые модельки, вяжем. Я рада всегда вашим идеям, которые вы мне подкидываете. До новых встреч!